Друзья, в этом видео я вам расскажу, как приготовить курицу горячего копчения. Мы будем готовить куриные окорочка. Коптить курицу мы будем в обычной кастрюле. Результатом вы будете приятно удивлены. Курица получается ароматная, сочная, с очень красивым насыщенным цветом. Я буду готовить окорочка от целой 2-килограммовой курицы. Мы будем использовать исключительно натуральные ингредиенты. Нам их понадобится всего лишь 3. Это соль, сахар и ольховая щепа для копчения. Для копчения нам понадобится обычная кастрюля, пищевая фольга, нам понадобится подставка. В качестве подставки я использую решетку из-под фритюра от мультиварки. Вы можете также использовать металлическую подставку под горячее. Я использую щепу ольхи. На мой взгляд, это самая универсальная щепа для копчения. Отрезаем окорочка, отрезаем лишний жир, лишнюю куриную кожу я не отрезаю. Для начала нам наши окорочка необходимо засолить. Солить мы будем мокрым методом. Из 2-килограммовой курицы у меня получилось 570 грамм окорочков. Для удобства подсчета ингредиентов для засолки мы доводим общий вес курицы и воды до 1,5 килограмм. При этом используем охлажденную кипяченую воду. Так нам будет проще рассчитать количество необходимой соли и сахара для засолки. При этом в чайнике вскипятим еще пол-литра воды, для того, чтобы общий вес мяса и воды у нас равнялся 2 килограммам. Так будет проще рассчитывать все ингредиенты. На 1 килограмм общего веса мяса и воды нам необходима крупная морская соль 26 граммов и сахар 5 граммов на 1 килограмм. У меня получился общий вес 2 килограмма, поэтому все ингредиенты мы умножаем на 2. И таким образом мне необходимо 52 грамма соли и 10 грамм сахара. Соль и сахар необходимо растворить в горячей воде. Затем этот рассол мы остужаем до комнатной температуры и вливаем остывший раствор соли и сахара в нашу курицу. Тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на 12 часов. После 12 часов мы сливаем раствор, промываем курицу под холодной проточной водой, просушиваем бумажными кухонными полотенцами и далее нам необходимо нашу курицу подвялить. На эту процедуру необходимо затратить не менее 4 часов. Я рекомендую ее подвяливать в течение часов 12, чтобы кожица на курице заметно подсохла. Тщательная сушка продукта перед копчением позволяет нам добиться очень хорошего и насыщенного цвета, а также продукт очень хорошо пропитывается дымом. Дым в первую очередь будет абсорбироваться на поверхности продукта, и в результате мы получим очень интенсивный насыщенный цвет и аромат. Далее нам необходимо уложить нашу щепу в фольгу, уложить щепу в фольге на дно кастрюли и проткнуть зубочисткой. Более подробно процесс подготовки к копчению, а также где вы можете купить другие принадлежности, вы можете посмотреть в моем другом видео вверху по ссылке, где мы готовили с вами скумбрию горячего копчения. Итак, на фольгу сверху ставим решетку, выкладываем наши окорочка в кастрюлю на подставку так, чтобы они друг с другом не соприкасались. Закрываем отверстие в крышке обыкновенной бамбуковой палочкой из-под суши. Дополнительную герметизацию крышки я не произвожу. Достаточно ободка на крышке. Ставим кастрюлю на максимальный нагрев. Уже через 3-3,5 минуты в кастрюле у нас начнется активное дымообразование. Далее сильно нагревать кастрюлю у нас уже нет необходимости. Мы переставляем кастрюлю на самую маленькую конфорку и на самый маленький нагрев. Сам процесс копчения происходит в первые 10 минут. Уже через 10 минут вы увидите, что дыма в кастрюле практически нет. Он уже абсорбировался на поверхности нашего продукта. И все остальное время приготовления – это просто термическая обработка нашего продукта. После 40-45 минут мы выключаем нагрев и даем нашей кастрюле с продуктом полностью остыть. На это необходимо отвести 20-30 минут. В результате у нас получается вот такая ароматная курица с насыщенным красивым цветом. Нашу курицу мы сразу не едим, оставим в холодильник на проветривание часов на 12 и только потом можем наслаждаться великолепным вкусом продукта. В следующем видео мы будем коптить свиные ребрышки.